Тема сегодняшней лекции – социальные организации. Первый вопрос. Отличие малых групп от организаций. Люди, то есть мы с вами всю жизнь проводим в каких-то организациях. И этот вопрос очень важный. Итак, по моему мнению, главное отличие состоит в виде социального контроля, который применяется при строительстве групп и организаций. Малые группы построены главным образом на моральном контроле. Лишь преступные и отчасти подростковые группы построены на телесных наказаниях, на вооруженном контроле. Организации не могут быть построены на моральном контроле в принципе. Например, Макаренко пытался школу построить на моральном контроле. Ничего не получилось. Хотя нам до сих пор сегодня ставят Макаренко в пример. То есть нельзя школьников отчислять из школы. То есть на административном контроле строить школу нельзя. Да глупость. Школу можно построить только на административном контроле. А на моральном контроле строить школу – это утопия, сказка для взрослых. Харизматические секты являются переходной ступенью от группы к организации. Харизматические секты построены на религиозном контроле. Тотальные организации построены на вооруженном контроле. Тотальная организация, пример, это тюрьма. На вооруженном контроле. Бюрократия построена на административном контроле. Частная фирма построена на экономическом контроле. Другими отличиями малой группы от организации является характер отношений и количество членов. Количество членов малой группы не может быть больше 15 человек. В бюрократической организации может состоять даже несколько сотен тысяч человек. Между членами малой группы устанавливаются личные отношения. Между членами бюрократической организации устанавливаются формальные отношения, что проявляется в казенном стиле общения. Это в бюрократической организации. Казенный стиль общения. Таким образом, выше были перечислены 4 вида организаций. Это харизматическая секта, тотальная организация, бюрократия и частная фирма. В социологической литературе существует описание отношений только в первых 3 видах организаций, которое будет приведено ниже. То есть описание частной фирмы в социологической литературе не приведено. То есть этот вопрос нуждается в исследованиях. Второй вопрос. Харизматическая секта. Лидерами бюрократических сект, например, были Христос, Мухаммед, Сёка Асахара. Имя настоящее у него было Тицуо Мацумото.
Константин Руднев, ну и так далее. Асахара был четвертым сыном бедного ткача Татами. Ну, это циновки в деревеньке на острове Кюсю. В детстве Асахара потерял зрение из-за глаукомы. Асахара начал проповедовать близость конца света и заявил, что Соединенные Штаты начнут Армагеддон, Третью мировую войну с Японией. 20 марта 1995 года 5 членов Аум Синрикё распылили газ «Зарин» в токийском метро, в результате чего имелись многочисленные жертвы среди пассажиров. Асахара был приговорен к смертной казни через повешение. Константин Руднев создал секту Беловодье и написал книгу «Путь дурака». По заключению врачей, Руднев болен шизофренией, что не мешает ему вербовать многочисленных последователей. Руднев организовал успешный бизнес по продаже псевдообразовательных услуг и эзотерических товаров. Ну, какие это товары и обучение? Первое. Платное обучение в школе Ашрама Шамбалы, где ученики могут получить знания о связи людей с космосом и внеземными цивилизациями. Обучение навыкам ясновидения, обучение шаманизму, умению снимать порчу с глаз разного рода проклятия, очищать карму, путешествовать в тонком теле в параллельные миры. Вторая у него услуга. Продажа видеокассет с песнопениями и магической музыкой, продажа эзотерической литературы и магических предметов. Четки, ожерелье, колокольчик, чаша, камень с духом-помощником, зеркало, волшебная палочка, астральный нож, неразменный пятак, деревянное яйцо, шаманский амулет, амулет для снятия венца безбрачия, изображение алтайского пророка. В печати было много сообщений о том, что лидеры подобных сект вымогают деньги и квартиры у членов своей секты, заставляют их попрошайничать в свою пользу. При этом они используют такие методы, как массовый гипноз и побои. Такой тип личности, как психолог, обладает наибольшей степенью религиозности, поэтому именно психолог имеет наибольшую склонность вступать в эти секты и быть потенциальной жертвой, ну и быть харизматическим лидером таких сект. Харизма – это способность лидера внушать веру, что он может творить чудеса, что он является Богом или волшебником. Если внутри бюрократии существует до 40 уровней или этажей власти, то в харизматической секте существует всего лишь 2 или 3 уровня власти. Первый уровень – харизматический лидер, пророк Иисус Христос. Второй уровень – ученики или апостолы. И третий уровень – рядовые верующие.
В отличие от бюрократии, в харизматической секте из-за такого малого количества уровней власти верующие почти не имеют возможности продвигаться по службе и делать карьеру. Некоторая возможность продвижения из рядовых верующих в ученики зависит не от бюрократических заслуг и стажа безупречной службы, а от расположения харизматического лидера к своему соратнику, что означает полный произвол лидера в этом вопросе. То есть, кого вот лидер полюбил, того он и будет продвигать. Часто этот харизматический лидер является тираном, способным приговорить казни отступников и еретиков. Харизматические секты, в отличие от бюрократии, распадаются в том случае, когда харизматический лидер умирает, как Христос, или бывает опозорен. В отличие от малой группы, членами харизматической секты могут быть до 1000 человек, а не 15 человек, как в малой группе. Следующий вопрос. Тотальные организации. Примерами тотальных организаций являются армейская казарма, команда корабля, тюрьма, военное училище, концентрационный лагерь, монастырь, больницы для слепых, пожилых, невменяемых и нищих. Здесь существует социально сильная группа охранников или старослужащих, дедов, как в армии, и слабая группа подчиненных или новичков. Тотальная организация построена на вооруженном контроле, когда охрана применяет телесное наказание к заключенным. Обитатели этих учреждений изолированы от внешнего мира и не имеют возможности жаловаться на злоупотребление охраны. На первом этапе существует ритуал прописки, когда охрана создает из новичков безликую серую массу и бьет тех, кто не вписывается в общую массу. К таким новичкам с экстравагантным, неадекватным поведением относятся холерики, меланхолики, потенциальные лидеры. Слабые люди, не способные оказать сопротивление. Поэтому первый совет для новичков состоит в том, что на первом этапе им нужно не высовываться из общей массы, но и не унижаться перед сильным. На втором этапе новичок должен усвоить роль курсанта, солдата, монаха или заключенного. Второй совет состоит в том, что нужно поскорее усваивать эти роли. Внутри безликой серой массы образуются крепкие связи, ибо новички стали одинаковыми. Новички должны усвоить жаргон, ритуалы, знаки различий в форме татуировок или деталей одежды. Татуировки на теле заключенного многое означают для посвященного. Все эти элементы становятся страстно защищаемой субкультурой, преступной, казарменной или монашеской субкультурой. Проявлением этой субкультуры является такой стиль на эстраде, как воровской или солдатский шансон. Ну вот представителем этого воровского шансона был Михаил Круг. Но эти преступники его и убили.
Так, следующий вопрос. Бюрократия. Макс Вебер выделил 7 черт бюрократии, которые можно разобрать на примере школы. Школа тоже бюрократия и должна быть построена на административном контроле, то есть на праве школы отчислить учеников с плохим поведением. Так, первая черта бюрократии – разделение труда и специализация. Каждая роль – директор школы, учитель, учащийся имеют список прав и обязанностей. Вторая черта бюрократии – порядок подчиненности или пирамида власти. Роли образуют иерархию. У каждого чиновника есть непосредственный начальник. Ну, пирамида такая. Ученик, учитель, завуч, директор школы. Заведующий городским отделом образования. Заведующий областным отделом образования. Министр просвещения. Потом премьер, министр и президент. Такая вертикаль власти. От ученика до президента. Так, третья черта бюрократии – публичный офис, где собраны письменные документы. Главные документы в школе – это классные журналы с отметками по предметам. Четвертая черта. Сотрудник должен иметь надежду на продвижение по служебной лестнице и получать денежное вознаграждение за уровень занимаемой должности. Каждый учитель имеет квалификационный разряд и возможность для продвижения по службе в соответствии со стажем работы и заслугами. Существует официальная процедура подготовки должностных лиц. Каждый учитель должен иметь диплом о высшем образовании по соответствующей специальности. Следующая черта бюрократии. Штатные сотрудники в контактах с клиентами должны отбросить личное соображение, быть беспристрастными. Например, учитель не должен иметь любимчиков и должен ставить одинаковые отметки за одинаковые по качеству ответы, независимо от расположения к разным учащимся. Для этого существуют единые критерии оценки ответов. Следующая черта бюрократии. Правила распорядка, которые регулируют режим работы, например, расписание уроков, где указано начало уроков, время, окончание уроков, перерыв на обед, время перемен. В уставе школы сказано о правах и обязанностях всех сотрудников. Соблюдение правил распорядка делает поведение сотрудника предсказуемым. Предсказуемость поведения позволяет повышать эффективность данной организации и производительность труда, пресекать случаи имитации работы, прогулов и опозданий, неповиновения и неразберихи. Сотрудники организации похожи на послушные винтики и шестеренки огромной машины. И последняя, седьмая черта – лояльность сотрудника правилам, то есть готовность их соблюдать. По моему мнению, к этим 7 чертам бюрократии можно добавить еще 2. Первое. Соблюдение этих правил распорядка построено на угрозе применения
со стороны непосредственно руководителя и к его подчиненным, а административных наказаний, повышение или понижение по службе. Например, педагогический совет имеет право оставить учащегося на повторный курс обучения за неуспеваемость. Если учащийся успешно сдал все экзамены по итогам года и имеет положительные отметки по всем предметам, то его переводят в следующий класс. Но я уже говорил, что нужно дать школе право, педсовету, директору школы отчислять ученика из школы за плохое поведение. Пока этого не будет, в школе не будет порядка. Так, вторая черта бюрократии, по моему мнению. Сотрудники ведут между собой закулисную борьбу, клик за власть в организации. Например, в школе происходит конфликт школьных клик, школьных банд. Они борются друг с другом, ну и школьная банда может бороться против учителя и срывать урок. Учителя между собой ведут борьбу за часы, то есть за количество часов, за нагрузку, за зарплату. Это нормально. Итак, определение. Бюрократия – это иерархическая организация, построена на административном контроле и на закулисной борьбе клик за власть. Чиновник воспитан на подчинении. Чиновник не имеет харизмы и не умеет быть политиком. Техник наиболее пригоден на роль чиновника. Согласно Мишелю Кразье, чем выше статус чиновника, тем больше доступ к информации, тем больше размер власти. Ведущие эксперты имеют большую власть, так как обладают большим объемом информации. Информация – это власть и сила. Чтобы укрепить свое влияние, эксперт может предоставить информацию или оставить в неведении. Правила распорядка или устав определяют, что именно администрация ожидает от работника. Благодаря их использованию уменьшается необходимость мелочного надзора. Если начальник стоит над душой, осуществляет мелочный контроль, то он может вызвать глубокое раздражение, конфликт, ненужные растраты нервной энергии. Например, если есть правило начинать рабочий день в 9 часов, то начальнику нет надобности каждое утро поднимать рабочих с постели. Именно руководитель, техник стремится к мелочному контролю. Существуют следующие критерии сложности организации. Первое. Количество уровней или этажей власти. Второе. Количество должностей рядовых сотрудников. Изобретение компьютеров позволило несколько сократить количество сотрудников, так как появилась возможность переложить выполнение рутинных операций на плечи машин. Руководитель добивается слепого подчинения с помощью использования униформы, например, школьная униформа. Внутри бюрократии иногда происходят рациональные и иррациональные конфликты. Иррациональные конфликты происходят при психологической несовместимости начальника и подчиненного. Например, авторитарные властные мужчины с трудом подчиняются власти таких же жестких начальников, ибо в душе у первых кипит гнев и враждебность. По моему мнению, иррациональные конфликты
происходит между противоположными типами личности, например, между техниками и психологами, между спикерами и теоретиками. Ну, я эти конфликты видел очень часто. На роль рядового чиновника лучше всего подходит техник. Совершенно не подходит на роль чиновника человек с таким типом темперамента, как холерик. Из-за своей повышенной конфликтности и эксцентричности поведения. Рациональные конфликты проходят из-за борьбы клик за власть. По моему мнению, наибольший успех в закулисной борьбе имеют психологи, они самые опасные. Строят козни и интриги, поэтому часто побеждают. Ну, Брежнев был психологом, например, победил Хрущева, спикера, с помощью интриг. Кстати, сам Хрущев получил власть, ну, в общем, устроил переворот, вооруженный переворот, и, в общем-то, расстрелял Берию. Берия тоже был претендентом на власть. Делать карьеру – это цель любого чиновника. Этой цели легче всего добиться, объединившись в клику, чем в одиночку. Внешне все выглядит благопристойно, хотя в душе каждый готов нанести удар ножом в спину. Существует два способа завоевания благосклонности начальника: тонкая лесть и беспрекословное выполнение приказов начальника. Первый способ использует чиновник, чей имидж носит название подхалим, но умеет использовать тонкую лесть. Этот имидж наиболее пригоден для такого типа личности, как психолог. Это он умеет льстить. Психолог. Второй способ использует чиновник, имеющий имидж служака. Этот имидж наиболее пригоден для такого типа личности, как техник. Основная задача жены чиновника – это оказание поддержки мужу, прием гостей, полезные советы мужу, дружба с нужными людьми. Такие функции жены чиновника наиболее успешно умеет выполнять такой тип личности, как психолог. Да возьмите любого большого начальника или предпринимателя, там всегда жена психолог. Ну, просто потому, что женщины-психологи расставляют сети на перспективных мужчин, на начальников и на, не знаю, предпринимателей. Могут отбить такого перспективного мужчину, ну, у других типов личности, у техника, например. Так, следующий вопрос. История изобретения бюрократии. Бюрократия – это древнее изобретение. Бюрократия была изобретена в Древнем Египте, в двуречии, а затем была введена в Персии, Индии, Китае, Римской империи и Византии. Китайцы научили монголов собирать налоги с завоеванных стран, в том числе и с Руси. Таким образом, именно татаро-монголы принесли на Русь такие великие социальные изобретения, как бюрократия и налоги. Баскаки – это монгольские сборщики налогов с русских земель в пользу Золотой Орды. Римская империя заимствовала такие изобретения, как налоговая система и бюрократия, из Египта. А страны Западной Европы, в свою очередь, заимствовали это изобретение из Римской империи. Для записи налогов в Египте были изобретены иероглифическая письменность, основы геометрии, папирус и кадастр.
Бюрократия имеет отрицательные черты, главной из которых является экономическая неэффективность бюрократии по сравнению с частной фирмой. Причиной этой неэффективности бюрократии является то обстоятельство, что административный контроль, на котором построена бюрократия, является менее эффективным по сравнению с экономическим контролем, на котором построена частная фирма. Эта неэффективность бюрократии стала основной причиной поражения социалистической системы в соревновании с капиталистической системой. Паркинсон вывел закон. Количество сотрудников имеет тенденцию автоматически увеличиваться, ибо каждый начальник хочет иметь больше подчиненных. Любая реформа в обществе приводит фактически к увеличению количества чиновников, даже если реформаторы в начале реформ поставили цель сократить количество чиновников. Макс Вебер сделал прогноз на будущее. Нам предстоит смириться с мыслью о дальнейшем расширении бюрократии. Вебер писал, что в СССР властвует диктатура чиновников, а не диктатура пролетариата. Хотя крах социализма должен был сократить количество чиновников в России, но получилось все наоборот, в соответствии с законом Паркинсона. Рядовым сотрудникам нет дела до конечных целей организации, ибо они поглощены бумаготворчеством, бессмысленным переписыванием бумаг. Размеры федеральных правительственного аппарата в США всегда были источником беспокойства из-за больших расходов на бюрократию. Существует подозрение, что некоторые учреждения, созданные ввиду тех или иных чрезвычайных событий, могут продолжать свою бесполезную работу, даже тогда, когда проблема исчезла. А президент забыл закрыть лавочку за ненадобностью. Разные учреждения могут выполнять одну и ту же работу, бумаги переписывать. Поэтому все президенты стремились к сокращению бюрократического аппарата, но бюрократия всегда сопротивляется этим попыткам.